тебя. Всем добрый день. Как мы с тобой и предполагали в понедельник, что инаугурация Трампа принесет с собой новости, и, естественно, не только в области политики, но еще и в области экономики. Вчера он по видеосвязи выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и сразу же решил обрушить цены на нефть, причем в таком своем кавалерийском наскоке. Буду цитировать, наверное, связал он низкие цены на нефть с окончанием проведения специальной военной операции. Низкие цены на нефть приблизят завершение конфликта России и Украины, а Эр-Рияд и ОПЕК в определенной степени ответственны за то, что происходит. Низкие цены на нефть приблизят Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость на нефть. Не знаю, тут уже многие со вчерашнего вечера прокомментировали о том, что он практически ножки своим слонцевикам рубит такими заявлениями. И насколько я видел реакцию бирж, все равно нефть не пошла вниз, нефть пошла сегодня вверх. Давайте начнем с того, что нас это все должно интересовать ровно с одной точки зрения. Нефть и газ нам обеспечивают 26% поступления в государственный бюджет, все остальное как-то неважно, какие-то там маневры и прочее. Поскольку память у нас у всех в таком потоке событий достаточно короткая, я тут не поленился, понасобирал. 20 апреля 2018 года. Трамп критикует ОПЕК, называя цены на нефть искусственно высокими. 25 февраля 2019 года. Нефть подешевела более чем на 3% после того, как Трамп заявил ОПЕК, что цены слишком высоки. 28 марта 2019 года. Трамп заявил, что очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, потому что цены очень высоки. То есть, мягко будет сказано, далеко не первый заход, далеко не первый раз мы все это слышим. Пытаться удивляться, но, может быть, у кого-то получается, у меня, например, нет. То есть, мы все это слышали. И, собственно говоря, не только я все это слышал. Смотрим на цены. 23 января, 20:30. То есть, собственно говоря, заявление вот только что прозвучало. Цена была на уровне $78.67. Это котировки нефти марки Brent за баррель. Фьючерсы. Фьючерсы. Сегодня в 4 часа утра вот как раз раздаются рассказы о том, что Трамп обрушил цены на нефть. Баррель котируется по 77,84. И перед тем, как выезжать на студию, я заглянул в 13:45. Все тот же баррель, но уже 78,92. То есть формально упал на доллар, приподнялся на 30 копеек. Упал на доллар, поднялся на доллар. То есть, собственно говоря, картинка не изменилась никак. Все мы эти истории помним, на самом деле, и поездки мистера Трампа в Королевство Саудовскую Аравию, танцы с саблями. Он не только на инаугурации с саблей пляшет, он где угодно это может делать. Призывы срочно увеличить объемы. Потом точно такие же поездки совершал его предшественник, сменщик, мистер Байден. Дайте нефти, и будет все хорошо. Основной мотив, если убирать всю эту риторику вокруг украинских событий, достаточно простые. Вводим максимально возможные ограничения на российскую нефть, придумываем некий потолок, вслед за этим едем в ОПЕК. Ни для кого не секрет, что Саудовская Аравия – это лидер ОПЕК, и договариваемся. Вот сейчас России будет плохо, она свои баррели с мирового рынка забирает, а вы в это время увеличиваете, занимаете ее сегмент. Это отличная сделка. Пока ни разу не прошла. Ни разу не прошла, потому что, как ни странно, Саудовской Аравии тоже дешевая нефть не нужна. Удивительно. Просто удивительно. И за счет увеличения объемов получить те же деньги, не получается. Потому что нарастить объемы добычи – это не краник повернуть. Это надо вложить достаточно серьезные деньги. Что-то дополнительно пробурить, где-то трубы проложить, где-то, опять же, танкеры заказать. И сделать это все для того, чтобы твой товар стал дешевле. Как-то ОПЕК не считает, что это ее вид спорта. Странные какие-то. Пока ни у кого не получалось, ни у Обамы, ни у Трампа, ни у Байдена. И причина тоже достаточно понятная. Россия
более чем серьезный игрок на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. И, соответственно, логика до предела простая. Если вы потребители, а Соединенные Штаты это тоже потребитель нефти, несмотря на то, что он добывает больше всех в мире, 13 миллионов баррелей в сутки, там 13,200 сейчас, 13,2 миллиона баррелей в сутки, огромная сумма, вот только, огромный объем, только вот потребление 20 миллионов. То есть, как она была, нет импортером Америка, это так она и остается. То есть, если вы потребители, собравшись с силами в рамках вашего АМЭ, а АМЭ – это страны-потребители и примкнувшая к ним Норвегия, заставляете крупного производителя уйти с рынка, то где гарантия, что следующим таким пострадавшим не станем мы? Можете дать гарантии? Нет, вы не можете дать гарантии, потому что мы видим, как вы превратили доллар в инструмент экономической войны. И нам это совершенно не улыбается. И если Трамп намерен съездить в Саудовскую Аравию с государственным визитом, поговорить с наследным принцем, с королем, то о чем он будет разговаривать? В том же выступлении на Давосе он сообщает, что есть планы об инвестициях со стороны Саудовской Аравии в экономику Соединенных Штатов в размере 600 миллиардов долларов. А за это я попрошу вас снизить цену. Не знаю. На мой взгляд, это такое раздвоение сознания некоторым образом, прямо скажем. И второй мотив. Как известно, Соединенные Штаты ни в ОПЕК, ни в ОПЕК плюс не входят. И тоже, у меня такое впечатление, что мы снова вернулись в 22 год, и все, что было сказано Байденом, повторил Трамп, а мы теперь снова начинаем об этом размышлять. Знаменитый призыв «Бури, детка, бури», вроде бы как все хорошо. И дальше у нас в многих СМИ идут комментарии: Штаты будут поставлять в Европу больше нефти, больше газа. Давайте ногами на землю встанем. Государство Соединенные Штаты не добывает, не перерабатывает ни нефть, ни газ. Это делают частные компании. Вот для начала. Европа не покупает ни нефть, ни газ. Это делают компании. То есть говорить о том, что Дональд Трамп продаст Урсуле фон дер Ляйен много-много СПГ, можно, конечно. Они могут даже друг другу это пообещать. И если он привезет трехлитровую банку, то объем поставок сразу увеличится в 3000 раз или в 3 миллиона раз. Соответственно, чтобы, и как бы не говорили многочисленные президенты США, экономические интересы корпорации, которые занимаются добычей нефти, переработкой нефти, поставками нефти, далеко не всегда могут совпадать с той риторикой, которую задает политический руководитель Соединенных Штатов. Тоже надо иметь в виду. Пошли разговоры о том, что после демпингского, так скажем, пакета санкций администрации Байдена, в понедельник, по-моему, все это уже разбирали, для чего это было сделано, все снова испугались. Кто-то из политиков Индии заявил, что мы будем покупать больше американской нефти. Раз Трампу так хочется, то мы обязательно это сделаем. Давайте опять, не то что ногами на землю, давайте еще глубже при помощи геологов и геофизиков заглянем. Нефтяная отрасль Соединенных Штатов, как таковая, сложилась на традиционных месторождениях, тяжелой и средней нефти. Именно под тяжелую и среднюю нефть настроена вся технология переработки нефти на территории Соединенных Штатов. НПЗ работают на смеси тяжелых и легких сортов. При этом все месторождения тяжелых и средних сортов на территории Соединенных Штатов, за исключением Аляски, находятся на поздних этапах выработки. Увеличить объем добычи на них невозможно. То, что мы наблюдали рост добычи в США, это рост добычи нефти марки WTI, легкие сорта, и нефть, для которой уже есть отдельный сорт, Бакен, характерное название провинции, где идет добыча методом гидроразрыва пласта, то есть та самая сланцевая нефть. Она вообще сверхлегкая. Если смотреть на то, что происходит на внутреннем рынке Соединенных Штатов, добываются определенные объемы тяжелой и средней нефти, очень много легкой. Излишки легкой продаем для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы чувствовали себя в полном порядке и могли выдавать весь ассортимент необходимой продукции. Надо импортировать тяжелые и средние сорта. Точка. Значит, что произойдет в том случае, если нефтяники послушают своего президента и начнут увеличивать объемы добычи? Они будут увеличивать добычу легкой и сверхлегкой нефти.
И закончится это тем, что действительно цены пойдут вниз на легкие и сверхлегкие сорта. А что будет с тяжелыми и средними, если возникнет еще и дефицит с ними? Потому что Штаты не могут предложить тяжелую и среднюю нефть. И даже если прямо сейчас начать приступить к разработке месторождений на Аляске, то добыча там, опять же, добыча нефти – это не поворот краника. На то, чтобы разработать месторождение, придумать, как это сделать, организационно все это решить, специалистов нанять, буровые вышки и так далее, 4-5 лет уйдет. За это время мистер Трамп в очередной раз покинет овальный кабинет. Так что разговор в пользу бедных. И я бы предложил все-таки не забывать о таком замечательном моменте, о замечательном окне возможностей, которые у Соединенных Штатов имеются. Делаем нефть дешевой. Из-за этого сильно страдает Россия. Дональда Трампа приглашают в город Пекин, раскладывают красную дорожку от аэропорта до Шанхая, чтобы он по ней шагал, награждают его орденом Мао Цзэдуна, еще какими-то орденами, потому что мистер Трамп оказывает такую поддержку экономике Китая. Если он мечтает о китайском ордене, не знаю, я очень условно, какие у них там высшие награды, он все получит сразу. То есть, вот как только он уронит цены на нефть, весь Китай ему будет до слез благодарен. Поэтому именно Китай Дональд Трамп считает основным экономическим соперником США. Ну и ровно то же самое в обратную сторону. Поднимаем цены на нефть для того, чтобы в Пекине было очень плохо. Его тут же приглашают всем трудовым коллективам нашего правительства, всей Государственной Думы, Советом Федерации. Дональд, приезжай, получи самый большой орден, потому что ты молодец, ты нам помог. То есть у Дональда Трампа есть окно возможностей. Делаешь нефть дешевле, выигрывает Китай, делаешь нефть дороже, выигрывает Россия. Я думаю, что пройдет где-нибудь с месячишка вот этот задор и темперамент, который нам демонстрирует молодой перспективный политик, пройдет, и он поймет, что вот сюда лучше руками не лезть. Как сложился вот сейчас баланс, не сказать, что он для всех оптимальный, но в любом случае это, конечный результат всегда цепь каких-то компромиссов со стороны тех, кто хочет подешевле, кто-то подороже, но вот сложились рыночные условия сейчас такие, какие есть. Я думаю, что те же Big Oil, есть такое понятие в Соединенных Штатах, то есть пул крупнейших добывающих, нефтеперерабатывающих компаний, они немножко вкладывали в избирательную кампанию. Я думаю, что они ему объяснят, что, Дональд Фредович, вот сюда руками не надо. Вот здесь мы сами, а ты продолжай разговаривать, езди в Саудовскую Аравию, еще что-нибудь там делай. Пугай Россию санкциями. Там, ну, я уж не помню, кто там сказку-то писал. Все от него злодеев ждали, а он чижик съел. Все думали, что Дональд Трамп принесет хоть что-то новое. Ну, вот прям такое впечатление, что там остался листочек на трибуне от Байдена. Я введу санкции, пошлины и Россию принудю к миру. Такие новинки, елки-палки. Прям первый раз в жизни услышали. Прям все такие перепуганные. То есть не было предыдущие 3 года вот всей этой истории. Не было Обамы, который там в клочья что-то рвал. Аж посидел, бедолага. То есть пока мы ничего нового абсолютно от Трампа не услышали, вот эта эмоциональная реакция на то, что вот он сказал, что поедет в Саудовскую Аравию, сделает нефть дешевле, ну съезди. Ну съезди, родной. Попробуй пообщаться, может быть, тебе там на пальцах объяснят, что если ты хочешь 600 миллиардов инвестиций, так вот сюда, Дональд Фредович, руками не надо. Я думаю, что он это услышит в нескольких местах и немножечко поуспокоится. Вот такое впечатление. И реагировать вот так, когда у нас... Если сегодня открыть с утра новости, у нас все новостные каналы полны заявлениями Трампа. Он так сказал, он не так сказал, он смотрел прямо в камеру, нет, он смотрел наискосок, он поднял подбородок. Ну, ребят, может, успокоимся. Мы не слышим ничего нового. Угрозы со стороны коллективного Запада санкциями, еще какими-то ограничениями, там, потолками цен, мы это слышим непрерывно. Мы чему удивляемся? Ну, вот в чем новизна-то, ребята? Ну, собственно говоря, котировки, торги показали. Да, рынок немножечко задумался, а вдруг и вправду. Потом, я так понимаю, приблизительно такая же вот цепь размышлений, но мы... Да это... нет, ну нет. Ничего нового мы не слышали. Вот, собственно говоря, все то, что касается нефти.
То, что касается заявлений некого индийского чиновника о том, что будут закупать больше американской нефти, меньше российской, ну, я думаю, что ему тоже стоило проехаться до ближайшего нефтеперерабатывающего завода, и ему бы как-нибудь там сумели наглядно объяснить, что такое нефть марки WTI, нефть марки Бакин, а вот Юралс. Тяжелый, сернистый. И, извини, уважаемый чиновник, министр он там или кто, но именно из этой нефти мы делаем дизельное топливо, поставки которого в Евросоюз и в Англию мы за последние 2 года увеличили в 4 раза. Если ты своими словесными выкрутасами намерен нам бизнес поломать, мил человек, мы государственный завод. Вот то, что мы делаем, приносит доходы в вашу казну, в нашу казну. Успокойтесь, господин министр, продолжайте там с трибуны вещать что угодно, а мы знаем, что делать. Так что я не думаю, что у нас что-то новое происходит, какие-то невероятные события. Напомню, что основная тройка покупателей российской нефти осталась все та же. Нефтеперерабатывающие заводы Китая первое место, и очередной рекорд по объему поставок в прошлом году установили. Индия на 2-м месте. И тихо-тихо, стараясь, чтобы его никто не видел, на 3-м месте восседает Дон Эрдоган, которому тоже вот вся эта трескотня, больше нефти, меньше нефти, он спокойно продолжает вырабатывать дизельное топливо, поставлять его в Европу, пренебрежительно отникиваться от вопросов, как же так, по статистике, все дизельное топливо, которое вырабатывает Турция, до последней капли уходит в Европу. А вы-то на чем ездите? Вам дизельное топливо по качеству подходит, цена устраивает? Вот и занимайтесь своими делами, отвечает господин Эрдоган, стараясь сделать вид, что вообще все в полном порядке. Так что такая ситуация. Не вижу ничего выдающегося. Котировки мировой рынок нефти тоже ничего выдающегося не видит. Так что я предлагаю всем успокоиться и смотреть, как, в каком темпе российские нефтяные компании смогут найти алгоритмы для борьбы с последним пакетом санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Сейчас отгрузки в Ленинградской области чуточку уменьшились. Я не думаю, что это долго продлится. Напряжемся, все решим. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.